Даже люди, которые окружены животными всю свою жизнь, могут быть ими удивлены. Когда этот фермер увидел, что его корова родила, его челюсть отвисла. Фермер и его жена не могли поверить в происходящее. Сезон Отелло всегда сумасшедший, но это было не похоже ни на что, что они когда-либо испытывали. У них уже был напряженный день, полный эмоций, но теперь их ждала еще и невероятно долгая ночь. Они не знали, что их ждет. Одна из их любимых коров по имени Му была в беде. Она рожала. Обычно они старались не вмешиваться и позволяли природе идти своим чередом. Му уже дважды рожала, и все проходило хорошо, но в этот раз все было совсем иначе. Роды не продвигались так, как они ожидали, и корова была в стрессе. Им нужно было внимательно следить за ней и помогать при необходимости. Но когда они увидели, что корова родила, они были потрясены. Когда они утром ушли из фермы, все было нормально. Этот день должен был изменить семью, но они не знали, что это будет в нескольких смыслах. Деб и Чак Белда любили своих животных. Они заботились о них чрезвычайно хорошо и обеспечивали их всем необходимым для здоровья. Они проводили большую часть своего времени, ухаживая за животными, но этот день должен был быть немного другим. Деб и Чак быстро справились с утренними делами, все животные были накормлены и осмотрены, но в воздухе витало странное волнение. Для пары, которая больше всего на свете любила проводить время на своей ферме, они не могли дождаться, когда выйдут оттуда. Им нужно было быть в очень особенном месте, и как только они убедились, что все животные в порядке, они отправились в дорогу. Они поспешили в больницу, и когда двери открылись, они не могли сдержать слез. На кровати лежала их единственная дочь, Джейми, а в ее руках была их новорожденная внучка. Это был особенный момент встретить нового члена семьи. Дочь вернулась домой в тот же день, и пара собиралась помочь молодой семье в первый день дома. Они провели весь день с дочерью, внучкой и зятем. Они готовились вернуться домой, когда получили звонок от своего управляющего. Он хотел сообщить им, что, по его мнению, Му собирается рожать. Они не волновались. Корова уже дважды рожала, и она была прирожденной мамой. Они попросили управляющего попытаться загнать корову в сарай, если он сможет. Они позволяли своим животным свободно пастись на больших пастбищах, но хотели, чтобы рожавшая корова находилась внутри, где было тепло и уютно. В данный момент коровы находились близко к дому и сараю, так как был сезон Отелло. Также было намного холоднее, чем обычно в это время года, и они хотели, чтобы животные были в тепле. Корова уже была перемещена поближе и могла легко войти внутрь. Они знали, что она скоро родит, так как это было довольно очевидно. В последний раз, когда Джейми была на ферме, она заметила, что Му была очень беременна. Она шутила, что корова выглядит такой же беременной, как она сама. Теперь казалось, что они обе вскоре принесут свои свертки радости, возможно, даже в один и тот же день. Они думали, что корова может родить к тому времени, когда они вернутся домой, но их управляющий сказал им, что роды идут медленно, и корова, похоже, в беде. Он внимательно следил за ней. Чак и Деб были уставшими после счастливого дня, но пара сразу же направилась в сарай. Им нужно было проверить это лично. Как только они увидели Му, они поняли, что она в беде. Корова была в родах уже некоторое время, но все еще ходила взад-вперед. Их управляющий был явно прав. Их семья этой ночью точно расширится, но им нужно было внимательно следить за коровой и убедиться, что с ней все будет в порядке. Они видели, что ночь будет долгой, но не имели представления, что их ждет. Прошел еще час, и, наконец, начали появляться признаки теленка. Когда этот фермер увидел, что его корова родила, его челюсть отвисла. Теленок, который появился на свет, был крошечным, один из самых маленьких, которых они когда-либо видели. Они не могли поверить, когда теленок показал признаки жизни, но затем корова снова застонала, и они поняли причину ее большой беременности. Корова рожала близнецов. Это было удивительно.
На ферме у них уже рождались пары близнецов, но это всегда было волнующе. Она родила второго малыша, который был таким же крошечным, как его брат или сестра, и они были рады видеть, что малыш тоже здоров. Но затем их восторг сменился шоком, мать-корова все еще рожала. И Деб, и Чак жили с коровами всю свою жизнь. Фактически, они жили на ферме, которая была в семье Чака поколениями. Но в этот день они увидели то, чего никогда раньше не видели. Корова в итоге родила в общей сложности 4 телят. Это было невероятно. Все 4 черных телят были живы, и они были очаровательными. Это было по-настоящему мило, но также по-настоящему опасно. Корова уже побила все шансы в этот день. Семья, очевидно, не знала этого в тот момент. Но эти роды были еще более редкими, чем они думали. Вероятность рождения у коровы четверни составляет 1 к 700,000. Это умопомрачительно, но еще более редко, что все 4 телят доживут до рождения и переживут его. Вероятность того, что все 4 родятся живыми, составляет всего около 1 к 11,2 миллионам. Это было удивительно, что они выжили, но пара быстро поняла, что это будет только началом их сложного пути, а не его концом. Телята могли выжить при рождении, но им предстоял долгий путь, чтобы достичь взрослого возраста. Первый шаг – посмотреть, сможет ли мать-корова заботиться обо всех. Они думали, что вряд ли у нее будет достаточно молока, чтобы ухаживать за 4, и, возможно, придется забрать некоторых телят. Но что они не ожидали, так это того, что телята не смогут пить молоко от матери вообще. Они пытались, но не могли присосаться. Это начало раздражать корову, а она ходила, пытаясь оттолкнуть голодных телят, и Деб и Чек боялись, что она их затопчет. Они забрали телят и выдуили ее вместо этого. Они поняли, что телята, вероятно, слишком малы, чтобы пить молоко от матери. Они были любопытны узнать, насколько малы телята, и были удивлены результатами. Обычно теленок весит около 50-70 фунтов при рождении, но эти малыши были намного меньше. Каждый из них весил всего около 25 фунтов. Они были маленькими и хрупкими, и без молока матери не стали бы намного больше. Как и у людей, у коров после родов сначала выделяется молозиво. Этот питательный продукт намного полезнее обычного молока. Он содержит много антиоксидантов и антител, которые помогают новорожденному получить первый импульс в жизни. Они выдаили мать-корову, надеясь получить достаточно молозива, чтобы накормить 4 телят. Они были такими маленькими и хрупкими, что нуждались во всей возможной помощи, иначе никто из них не выживет в первый день. Но после дойки стало ясно, что молозива хватит только для 1 или 2 телят. Как им выбрать, кто будет есть? Солнце уже вставало, и им нужно было придумать план. На фермах ваши соседи находятся далеко, но часто они становятся как семья. Они накормили телят молоком, которое удалось собрать, и принялись за работу. Они позвонили всем соседям, которых могли вспомнить, чтобы помочь спасти 4. Все были шокированы, услышав о 4 телятах, но мало кто мог помочь. Когда телята рождались на их фермах, они позволяли матерям заботиться о них самостоятельно. Никто не мог отдать молозиво от своих телят. Это казалось безнадежным, и когда они смотрели на 4 черных телят перед собой, они начинали сомневаться, не ведут ли они проигранную битву. Они отчаянно хотели спасти хотя бы некоторых из них. Затем случилась трагедия, которая стала спасением для их телят. У соседнего фермера погибли 2 теленка, после того, как их матери неожиданно начали рожать. Они еще не были готовы, и из-за необычного холодного всплеска преждевременно родившиеся телята не выжили, но их матери были в порядке. Это позволило фермеру выдать их и отправить молозиво Чаку и Деб. Они могли накормить малышей. Все 4 телят получили достаточно пищи, чтобы наполнить животы и стать сильнее. Это казалось чудом. Если вы когда-либо ухаживали за новорожденным, будь то человек или животное,
Вы знаете, что это много работы. И когда это 4 новорожденных, нуждающихся в вашей заботе, то это в 4 раза больше работы. Им пришлось кормить 4 телят из бутылочки круглосуточно в течение нескольких недель. У них было 4 младенцев, полностью зависящих от их заботы и внимания. Их история стала вирусной, и люди были взволнованы этой милой историей. Они получали письма и сообщения от людей со всего мира. Им даже прислали альбом о телятах. Но, как пошутила Деб через несколько недель, вместо сообщений она предпочла бы, чтобы люди предложили прийти и покормить телят ночью. Деб и Чак ухаживали за телятами сами, и это была огромная работа, но она окупалась. Телята начинали расти и крепнуть. Они пережили первые несколько недель своей жизни и побили все шансы. Это было невероятно. Никто не думал, что все 4 смогут выжить так долго. Это было нелегко. Все другие дела на ферме все еще нужно было выполнять, и поскольку и Деб, и Чак были фермерами, которые активно работали, большая часть этой работы выполнялась ими. Это не прекращалось только потому, что у них появились 4 новых малышей, которые зависели от них. Им приходилось продолжать. Кроме того, у них все еще была новорожденная внучка, с которой они хотели проводить время. Дни были полны дел. Они начинали свои обязанности рано утром, начиная с кормления 4 телят, затем работали на ферме и заканчивали утро кормлением малышей снова. После этого у них было 4 часа, чтобы поехать и увидеться с дочерью и ее малышом. Они наслаждались всеми этими особыми моментами, прежде чем возвращаться домой, чтобы снова кормить телят. Даже ночью им приходилось выходить в сарай по крайней мере 2 раза, чтобы покормить телят. Неудивительно, что они были измотаны. К тому времени, когда телятам исполнился месяц, они преодолели самый большой вызов. Но могло ли их собственное истощение стать причиной того, что они подведут телят сейчас? Они отказывались допустить это. Они сделали бы все, чтобы пройти через это. Но у Чака был план, чтобы сделать все намного проще, если он сможет его реализовать. Он несколько дней работал в своей мастерской над специальным проектом. Он никому не говорил, что он хочет сделать, потому что не был уверен, что сможет это сделать. Через несколько дней он пригласил Деб посмотреть, что он сделал. Это была ферма крупного рогатого скота, и у них не было того же оборудования, что на молочных фермах, но он хотел создать что-то, что подойдет для них. Это было идеально. Станция для кормления из бутылочки имела 4 места, где могли стоять малыши. Можно было загрузить 4 бутылочки в держатели для бутылочек, и они могли даже расширяться, чтобы удерживать большие бутылки по мере роста телят. Затем нужно было просто поставить малышей на место и наклонить держатель бутылочек. Все 4 могли быть накормлены одновременно, и никому не нужно было держать бутылку. Это сократило бы время, затрачиваемое на кормление всех 4. Деб чуть не расплакалась, когда увидела это. Теперь они могли кормить малышей, продолжая свои дела. Им больше не нужно было тратить время на кормление каждого из них каждые 4 часа. Вместо, по крайней мере, часа или 40 минут, затрачиваемых на каждое кормление, им нужно было всего около 10 минут. Это было удивительно. И лучшая часть заключалась в том, что теперь только один из них должен был выходить ночью, чтобы кормить малышей. Если они чередовались, то могли бы иметь гораздо больше времени для отдыха. Они продолжали заботиться о малышах, но уже не так изматывались. Телята продолжали расти, и люди даже присылали подарки для 4 малышей. Вскоре они стали намного больше и в конце концов стали обычными взрослыми, но они не были совсем обычными. Эти телята оставались особенными для Деб и Чака. У них было много животных, и обычно они не могли называть каждого новорожденного теленка по имени. Тем более, что это была ферма крупного рогатого скота, и эти животные не содержатся как домашние питомцы. За ними ухаживают и следят, но нельзя слишком привязываться. Но для четверняшек было слишком поздно. Деб и Чак вырастили их и провели много часов, ухаживая за ними. Как можно не привязаться,
делая это. Эти 4 останутся на их ферме на всю жизнь, и к ним относились больше как к любимым членам семьи, чем к скоту. Их история началась с особенных родов. Неизвестно, смогут ли они выжить, и теперь они живут избалованной жизнью, что, безусловно, является счастливым концом. Можете ли вы привязаться к фермерским животным? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Присоединяйтесь к нам снова для еще более невероятных историй.